Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Сегодня мы будем ставить творческий эксперимент. Знаете, часто в интернете встречаются интересные работы. Смотришь на них и понимаешь, что их повторить практически невозможно. Нет нужных материалов. А оказывается, есть простой и легкий выход. Открыла для себя совсем недавно маркеры для ткани. Даже если мы совсем не умеем рисовать, нам на помощь приходит интернет. Находим красивую картинку. А дальше дело техники. Приставляем к экрану лист бумаги и перерисовываем контур. Чтобы рисунок было виднее, все линии обводим обычным маркером. А дальше берем ткань, накладываем ее поверх рисунка. Контур виден. И можно нарисовать очень красиво личико этой матрешки, раскрасить разными цветами. И посмотрите, что у нас получается. У нас получается матрешка, знойная женщина, мечта поэта. А теперь построим выкройку. Это будет прихватка для горячего. Размер чуть больше ладони. И отдельно выкроим верхнюю часть по длине пальцев. Определимся с количеством деталей. По 2 штуки. Выкраиваем их, добавляя припуски на швы. Для основы большой части надо 2 детали из ткани и 1 из утеплителя. У меня это хлопковый ватин. Соединим их между собой и наметим линии стежки. Детали клапана выкраиваем немного по-другому. Внутренний срез без припуска на швы. Простыми прямыми линиями простегиваем наши заготовки. После этого их проутюжим, подровняем и немножко отрежем лишнюю ткань. Вырежем наше нарисованное личико и оставим небольшой припуск по краю. Сначала приметаем его в нужное место иголкой с ниткой. Затем пришьем ткани сначала простой строчкой, а потом прошьем швом зигзаг. На следующем этапе работы обработаем косой бейкой внутренний срез. Дальше надо закрепить эти детали между собой. Для начала прошьем на швейной машинке, а уже потом обработаем край косой бейкой. Не забудьте вставить петельку. Девочки, дорогие мои, в украшении этих матрешек вы можете применить всю свою фантазию. Хотя мы и шьем прихватки, но, скорее всего,
Их никто не будет использовать по прямому назначению. Они будут просто украшением кухни. Конечно же, матрешки живут семьями, поэтому можно сшить большую матрешку, грелку на чайник, рукавичку, прихватку, подставки под горячее. Пусть в вашем доме будет настоящий русский колорит. А самый настоящий русский колорит – это когда медведь в ушанке сидит под развесистой клюквой вместе с баяном и пьет из самовара самогон. Ну, девочки дорогие, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. Обязательно присоединяйтесь к нашим группам ВКонтакте и Одноклассниках и заходите на платформу Дзен. Там вы можете выложить фотографии своих работ, спросить советом, поделиться опытом. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!